Разрозненных нас сразу уничтожат. Наша сила в единстве, воинстве, благодушной семейственности. Да, в естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Дмитрий Иванович Менделеев. В 1938 году вся страна распевала марш советских танкистов из кинофильма «Трактористы». «Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим». Эти стихи Бориса Ласкина стали почти точной цитатой из выступления Сталина в 1930 году. «Ни одной пяди чужой земли не хотим, но ни одного вершка своей земли не отдадим никому». К 1941 году СССР занимал практически ту же территорию, что принадлежала некогда Российской империи, без Польши и Финляндии, и уступать свои земли никому не собирался. Начало этой войны Советский Союз оттягивал как только мог. Никто не знал точной даты ее начала, а сообщения советской разведки противоречили друг другу. Она началась 22 июня 1941 года. В полдень председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Молотов явился на центральный телеграф, откуда осуществлялась радиотрансляция. В 12:15 жители страны услышали его голос. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра германские войска атаковали наши границы и подвергли бомбежке наши города. Наше дело правое. Победа будет за нами. Согласно немецкому плану «Барбаросса», германские войска планировали разгромить основные силы Красной Армии и выйти к линии Архангельск-Волга-Астрахань. В дальнейшем планировалось наносить авиационные удары по промышленным предприятиям Урала и фактически закончить войну. По расчетам немецкого командования, вся военная кампания должна была завершиться максимум через 17 недель. Несмотря на ожесточенное сопротивление Красной Армии, противник стремительно продвигался вглубь территории СССР. В первые месяцы войны силы вермахта захватили Белоруссию, Молдавию, Прибалтику, значительную часть Украины и западно-российских областей. 8 сентября 1941 года немецкие и финские войска перекрыли пути, которые связывали Ленинград с остальной страной. Более 3 миллионов жителей города оказались в кольце блокады. Глава Ленинградского обкома КПСС Андрей Жданов понимал, не сумев захватить Ленинград, неприятель решил стереть его с лица земли. С первого дня блокады немцы и их союзники финны подвергали город бомбардировкам и артобстрелам. Рушились здания, горели предприятия и продовольственные склады, гибли люди. Сколько продержится Ленинград без связи с Большой землей? И какую цену заплатят его жители? Из дневника поэтессы Ольги Бергольц. Запись от 5 октября 1941 года. «Мы жили на дрожащей земле, под воющим небом. Наш слух работал без нашего контроля, ловя каждый звук. Не сирена ли, не свист ли бомбы или снаряда, не немецкий ли самолет. Наш или немецкий? В меня или не в меня?» Гитлеровское руководство разработало так называемый план «Ост», который предусматривал полную колонизацию оккупированных советских земель этническими немцами.
При этом предполагалось избавиться от значительной части представителей коренных народов – русских, украинцев, белорусов, а также других национальностей. По отношению к евреям и цыганам действовала доктрина полного уничтожения. Еще до своего прихода к власти нацисты вели массированную идеологическую обработку немецких граждан. Солдаты вермахта шли на фронт в уверенности, что их ждет встреча с расово неполноценным населением, недочеловеками, которые недостойны жалости. По мере продвижения немецкой армии на восток нацисты вводили на оккупированных советских территориях военное или гражданское управление. 17 июля 1941 года декретом Гитлера была учреждена новая административная единица Великой Германии – Рейхскомиссариат Остланд. В нее входили 4 генеральных округа – Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония. 20 августа был сформирован Рейхскомиссариат Украина. Предполагалось, что позже в его состав войдут также Курская, Воронежская, Орловская, Ростовская, Тамбовская, Саратовская и Сталинградская области РСФСР. При этом часть Одесской, Николаевской и Винницкой областей Украины, а также Молдавию Германия передала в управление своей союзницы – фашистской Румынии. План Гитлера предусматривал создание на территории СССР новых административных единиц – Рейхскомиссариата Московия со столицей в Москве и Рейхскомиссариата Кавказ со столицей в Тбилиси. В оккупированных районах развернулся массовый террор. Захватчики взрывали школы и больницы, разоряли склады и магазины, морили местных жителей голодом и выселяли их из домов, отбирали хлеб, скот, теплые вещи. Около 5 миллионов человек нацисты угнали в Германию на принудительные работы. Всех, кого подозревали в сочувствии красноармейцам, включая стариков, женщин и детей, расстреливали, сжигали, закапывали живьем. Библиотекарю Михасю Короткевичу чудом удалось бежать из концлагеря под Минском. Он вспоминал: 21 июля комендант лагеря заставил большую группу евреев вырыть котлованы. Когда ямы были готовы, евреев связали и бросили в яму. Затем фашисты приказали белорусам, находившимся в лагере, засыпать евреев землей. Все белорусы, как один, наотрез отказались. Тогда рассвирепевшие фашисты из пулеметов расстреляли 45 евреев и 30 белорусов. Списки подобных свидетельств составляют целые тома. В одной только Смоленской области нацистские каратели сожгли дотла более 5000 сел и деревень. Из них около 300 вместе с жителями. Массовые карательные экспедиции проводились на Украине, в Белоруссии и на других оккупированных территориях. Перелет над оккупированной немцами Европой казался полным безумием. В любой момент советский бомбардировщик могли атаковать вражеские истребители. Имя главного пассажира до самого вылета скрывалось даже от экипажа. Чтобы обезопасить второе лицо государства, было решено взять предельную высоту – 10 километров. Это означало, что Вячеславу Молотову предстоит пережить несколько часов кислородного голодания, а температура на борту опустится до минус 50 градусов. Пролетая над морем, П-8 неожиданно накренился. Вражеский истребитель очередью задел антенну радиокомпаса. Весной 1942 года вермахт разгромил части Красной армии в Крыму и под Харьковом.
и перешел в новое наступление. Положение советского государства становилось все более тревожным. Сталин решил поставить перед участниками антигитлеровской коалиции вопрос об открытии Второго фронта в Европе. Именно с этой целью Молотов вылетел в Лондон. Здесь он встретился с Уинстоном Черчиллем. Затем совершил новый перелет в Вашингтон. Сам перелет стал актом большого личного мужества и экипажа самолета, и наркома иностранных дел. Прибыв в Лондон, Молотов 26 мая 1942 года подписал советско-британский союзный договор. Затем нарком иностранных дел вылетел в США. Американский президент Франклин Рузвельт обещал советской делегации открыть Второй фронт в Европе уже в ближайшие месяцы. Хотя союзники произвели высадку своих войск в континентальной Европе только в 1943 году, после визита Молотова расширилась поддержка со стороны союзников вооружением, транспортными средствами, продовольствием. Тем временем над жителями Ленинграда нависла угроза голодной смерти. Продуктовые запасы иссякали на глазах. Норма выдачи хлеба сокращалась. В пищу шли любые суррогаты. Из дневника Ольги Бергольц от 16 декабря 1941 года. Съедены все кошки и собаки. Ежедневно на улицах падают десятки людей и умирают. Прохожие даже не подбирают их. Первостепенной задачей для Андрея Жданова стало спасение ленинградцев. Единственной нитью, которая связывала город с Большой землей, стала дорога жизни. Зимой по льду Ладожского озера эвакуировали детей, женщин, больных, стариков. Немцы бомбили и обстреливали советские транспортные караваны, но движение продолжалось. За 2 года из блокадного Ленинграда удалось вывести около 1 миллиона человек. Эшелоны с беженцами из Ленинграда и других районов страны шли в Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию. Здесь истощенные голодом и борьбой за выживание люди находили новый дом. Местные жители делились с ними одеждой, лекарствами, пропитанием, усыновляли детей-сирот, многие из которых не помнили ни родителей, ни своего имени. Елена Бобер, эвакуированная из Белоруссии, вспоминала: «Узбеки ни разу не упрекнули нас ни в чем. Жили они бедно, но всегда делили с нами последнюю лепешку. Мы никогда не делили людей на нации. Русский или украинец, еврей или узбек. Все мы были братья». Российское государство имело с мусульманскими странами Средней Азии давние торговые связи. Местные купцы были частыми гостями на русских ярмарках, а русские торговцы везли свои товары на рынки Бухары и Самарканда. Но эти богатые земли были отделены от России большой полосой степей, которую населяли кочевые племена. В XIX веке, защищаясь от соседских набегов, они перешли под русское покровительство. Вскоре Санкт-Петербург начал военную экспансию в Среднюю Азию, где столкнулись интересы Российской и Британской империй. На присоединенных землях образовалось Туркестанское генерал-губернаторство. Здесь отменили рабство и прекратили междоусобные войны. Началось строительство железных дорог и создание промышленных предприятий. Однако местное население продолжало жить по законам шариата, практически не владело русским языком и было лишено политических прав. Эта ситуация во многом изменилась с установлением в Средней Азии советской власти. Во время войны в Республике Средней Азии эвакуировались многие предприятия, которые оставались там и после окончания военных действий. Все это привело к развитию в этих регионах промышленности и формированию высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров.
Признательность за помощь, которую народы Средней Азии оказывали своим соотечественникам в дни войны, выразилась в 1966 году. В апреле центральную часть столицы Узбекистана, Ташкента, полностью разрушило страшное землетрясение. 300 тысяч человек, 1/5 жителей города оказались без крова. Ташкенту помогал весь Советский Союз. Благодаря усилиям союзных республик были проведены полная реконструкция и построены новые микрорайоны. Всего за 3,5 года город был отстроен практически заново. А многие дома, кварталы и улицы долгое время носили названия городов, помогавших Ташкенту. Дружба между советскими народами прошла испытание войной. На ее фронтах сражались представители всех национальностей, населяющих Советский Союз. И, наконец, в 1943 году произошел коренной перелом в военных действиях. Красная армия одержала победы под Сталинградом и на Курской дуге. Освободила Кавказ, Орел, Белгород, Харьков, Киев. Была прорвана блокада Ленинграда. Именно Андрею Жданову, пережившему блокаду вместе с ее жителями, было доверено подписать соглашение о перемирии с Финляндией. Финны отвели свои войска за линию границы 1940 года. Предоставили СССР свои аэродромы и военно-морскую базу, а также выплатили контрибуцию в $300 миллионов. Планы Гитлера по созданию рейхскомиссариатов Московия и Кавказ полностью провалились. Однако германское правительство вело активную агитацию, стремясь спровоцировать неподчинение советской власти и военные выступления против войск Красной армии. Гитлеровская пропаганда делала упор на национальные различия, сея рознь между народами. Немецкие листовки взывали к чувствам советских немцев, живущих в Поволжье. Призывали к восстаниям народы Северного Кавказа. На оккупированных территориях часть местных жителей шла на сотрудничество с нацистами. Одни из страха перед оккупантами, другие из ненависти к советской власти. Кроме того, нацисты формировали из пленных национальные отряды коллаборационистов, которые должны были символизировать союз Великой Германии с отдельными народами СССР. В этих условиях советское руководство предприняло ряд действий, которые позже будут квалифицированы как преступления против отдельных народов. Кремль принял решение о депортации калмыков, карачаевцев, ингушей, чеченцев, балкарцев, крымских татар. Эти народы принудительно выселялись в районы Сибири и Казахстана и лишались национальных автономий. Заместитель наркома внутренних дел Иван Серов, руководивший депортацией чеченцев и ингушей, записывал в дневнике: «Выселяемые были настроены особенно враждебно. К вечеру все было закончено, поезда ушли, и мы собрали совещание, на котором уже установили окончательную цифру выселенных – 475 тысяч человек». В 1991 году в России был принят закон о реабилитации репрессированных народов, а практика депортаций признана политикой клеветы и геноцида. С первых месяцев войны в борьбе с гитлеровцами принимали участие добровольцы из Тувы. Это небольшое государство в 1911 году откололось от Китайской империи, а спустя 3 года было принято под российский протекторат. После окончания гражданской войны на территории России в Туве действовало просоветское правительство, хотя при этом она формально оставалась независимым государством. В августе 1944 года Малый Хурал Республики принял решение о вхождении в состав Советского Союза на правах автономной области.
В октябре Президиум Верховного Совета СССР удовлетворил ходатайство Тувы. Так Тува стала последним автономным регионом, вступившим в состав СССР. Тем временем наступление Красной Армии успешно продолжалось. Советские войска освободили Украину, Белоруссию, Прибалтийские республики, за исключением Курляндии. К ноябрю 1944 года западная граница СССР была практически полностью восстановлена. С 28 ноября по 1 декабря 1943 года в иранской столице Тегеране прошла встреча лидеров 3 союзнических государств – СССР, США и Великобритании. Именно там было принято решение об открытии союзниками СССР Второго антигерманского фронта во Франции, а также началось обсуждение планов послевоенного устройства мира. Теперь же, в феврале 1945 года, Молотов отправился в Ялту, где планировалась очередная конференция руководителей 3 держав. К этому времени гитлеровская Германия была зажата между 2 фронтами. На западе наступали силы США и Великобритании, на востоке — советские войска. Под вопросом оставались лишь сроки немецкой капитуляции. Главным пунктом ялтинской повестки стал раздел территорий и разграничение сфер влияния в послевоенной Европе. А одним из самых болезненных — вопрос о границах Польши. Польское правительство в изгнании протестовало против присоединения к Советскому Союзу Западной Украины и Белоруссии. Черчилль активно поддерживал эту позицию. Тогда Сталин заявил: «Для России это вопрос безопасности. На протяжении всей истории Польша служила коридором, через который проходили враги России для нападения на нее». В итоге советской делегации удалось добиться сохранения Западной Украины и Западной Белоруссии в составе СССР. А Польша получила компенсацию за счет Германии. Но это стало не единственной победой отечественной дипломатии. Среди участников Ялтинской конференции был советский посол в Соединенных Штатах Америки Андрей Громыко. Блестяще владея английским языком, Громыко лично перевел Сталину письмо Рузвельта. Американский президент признавал права Советского Союза на Южный Сахалин и Курильские острова. Ранее советский лидер уже согласился вступить в войну с Японией. Теперь он назвал сроки – через 2-3 месяца после победы над Гитлером. Из воспоминаний Андрея Громыко. Этим письмом Сталин остался весьма доволен. Он расхаживал по кабинету и повторял вслух: «Хорошо, очень хорошо». — 9 апреля 1945 года советские войска взяли штурмом Кёнигсберг, столицу Восточной Пруссии. Старинный немецкий город был сильно разрушен налетами британской авиации и советской артиллерии. Пострадали не только военные объекты, но и густонаселенные жилые районы. Когда части Красной Армии вступили в Кёнигсберг, перед ними предстали груды руин. — 25 апреля Красная Армия полностью окружила Берлин. 2 мая его гарнизон капитулировал. 8 мая в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени или 9 мая в час ночи и 1 минуту по московскому представители антигитлеровской коалиции Советского Союза, США и Великобритании приняли безоговорочную капитуляцию нацистской Германии. Мир праздновал победу.
Из воспоминаний маршала Георгия Жукова. «Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. А народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силы в этой победе». После окончания войны союзники провели конференцию в городе Потсдаме. По ее итогам Кёнигсберг и северная часть Восточной Пруссии были закреплены за Советским Союзом. Сюда потянулись эшелоны с советскими переселенцами, бывшими военнослужащими, крестьянскими семьями, городской молодежью. Им предстояло практически заново застроить Кёнигсберг, который получил новое название – Калининград. В Калининграде работали немецкие школы, больницы, библиотеки, детские дома, выходили газеты и радиопередачи на немецком. Но в 1947 году Кремль принял решение о переселении немцев в советскую зону оккупации Германии, будущую ГДР. Переезд растянулся на несколько лет. Последние немцы покинули Калининградскую область в 1951 году. Русские войска впервые вошли в Кёнигсберг в XVIII веке в ходе Семилетней войны. Тогда жители города присягнули императрице Елизавете Петровне, а на землях Восточной Пруссии было основано российское генерал-губернаторство. Оно просуществовало всего 4 года. Новый император Петр III, будучи поклонником прусского короля, подписал с ним невыгодный мир, и Кёнигсберг вернулся под власть Фридриха II. В 1945 году Кёнигсберг-Калининград снова стал частью России. С этих пор он остается западным форпостом российского государства, единственным незамерзающим российским портом на Балтике. Последним бастионом сопротивления союзникам оставалась Японская империя. 8 августа 1945 года, согласно договоренностям с США и Великобританией, Советский Союз объявил Японии войну. Красная армия вступила в оккупированные японцами Маньчжурию, Северный Китай и Корею. 14 августа японский император объявил о капитуляции Японии. Несмотря на это, на местах сопротивление продолжалось еще несколько дней. 18 августа 1945 года советский десант высадился на Курильские острова. Кровопролитные сражения длились несколько дней. 22 августа японское командование капитулировало. Советские войска заняли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тысяч квадратных километров. Спустя год они вместе с территорией Южного Сахалина были включены в состав СССР. Казалось, вопрос принадлежности Курильских островов исчерпан и не подлежит пересмотру. Выходя на трибуну, Андрей Громыко был собран и решителен. Позиция Москвы однозначна. СССР не подпишет мирный договор с Японией, пока в его тексте не будет предельной ясности. США и Великобритания признавали, Япония утратила свой суверенитет над Курильскими островами. Однако в договоре не было ни слова о том, что они теперь находятся под советской юрисдикцией. Громыко был категоричен. Ведь пойти на условия союзников значит поставить итоги Второй мировой войны под вопрос. Американцы готовы воспользоваться малейшей лазейкой, чтобы установить на Южных Курилах собственные военные базы. В итоге советская сторона так и не поставила свою подпись под договором. Русские первопроходцы начали освоение Камчатки, Курильских островов и Сахалина на рубеже XVII-XVIII веков. Они основали на этих землях временные поселения, обложили коренное население данью, ясаком, занимались разведкой полезных ископаемых, морским и пушным промыслом.
В изданном в 1796 году «Атласе Российской империи» Курилы официально относились к России. Японцы пришли на острова позже, в XIX веке. Чтобы избежать столкновений, российские и японские власти разделили спорные земли. Южные острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабамаи отошли под власть Токио. 20 лет спустя в Петербурге был заключен новый договор, по которому Россия уступила Японии все острова Курильской гряды в обмен на Сахалин. Стратегическая невыгодность утраты Курил стали очевидными в XX веке. В 1956 году Советский Союз и Япония официально прекратили состояние войны. Над совместной декларацией работал и Андрей Громыко, занявший пост первого заместителя министра иностранных дел СССР. Однако японские политики и сегодня продолжают претендовать на южные острова Курильской гряды. Правительство Российской Федерации справедливо полагает, что у этих претензий нет юридических оснований. А один из островов уже несколько лет носит имя Андрея Громыко. Ялтинские и Потсдамские договоренности привели к созданию сферы советского влияния в Восточной и Центральной Европе. Прокоммунистические правительства были провозглашены в Польше, Чехословакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, ГДР, Албании. В 1955 году, после заключения Варшавского договора, между государствами Восточного блока окончательно оформился военный и экономический альянс. К этому моменту СССР был ядерной державой, одним из центров двуполярного мира и противовесом США на международной арене. В 1953 году умер Сталин. Во главе коммунистической партии встал Никита Хрущев. В январе 1954 года в Москве проходило очередное заседание Президиума ЦК КПСС. По инициативе нового советского лидера в его повестку был вынесен вопрос о передаче Крымской области РСФСР Украине. Обсуждение продлилось всего 15 минут. Все участники заседания проголосовали «за». В официальных документах говорилось о территориальном тяготении Крымской области к Украинской ССР, а также о безграничном доверии великого русского народа украинскому народу. В те годы передача Крыма казалась чистой формальностью. 12 февраля 1991 года Крымская область была преобразована в Крымскую АССР в составе УССР. В 1992 году автономия переименована в Республику Крым, а затем в Автономную Республику Крым. Весной 2014 года по результатам общекрымского референдума и в соответствии с договором о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию, Крым снова вошел в состав России. Тем временем Андрей Громыко продолжал отстаивать геополитические интересы Советского Союза. Одним из его главных достижений на посту советского министра иностранных дел, который Громыко занял в 1957 году, стало подписание знаменитых Хельсинских соглашений. Этот документ закрепил территориальные итоги Второй мировой войны и провозгласил принцип нерушимости европейских границ. В 1982 году СССР отмечал свое 60-летие. По всей стране прошли праздничные мероприятия. Выпускались памятные монеты, марки, фотоальбомы. К этому времени почти никто не сомневался в справедливости слов советского гимна. Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь. Единство и могущество СССР казались незыблемыми. Вы можете положиться на советский народ. Хотя советское руководство успешно сглаживало межнациональные противоречия, иногда они прорывались на поверхность. В 1968 году в Ташкенте произошли столкновения узбекского и русского населения.
10 годами ранее в Грозном вооруженные стычки русских с чеченцами. Тем не менее, в середине 80-х годов советское общество переживало период стабильности. Однако административная система утратила прежнюю эффективность. Темпы экономического роста замедлились. В стране назрела необходимость реформ. Встав у государственного руля в марте 1985 года, новый генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев объявил начало перестройки и нового мышления. Узнав о своей отставке, Андрей Громыко не стал возражать. 28 лет он возглавлял Министерство иностранных дел. На этом посту Громыко закрепил положение Советского Союза как мировой сверхдержавы, с которой считались самые сильные и непримиримые противники. Сегодня он думал об одном: дай бог, чтобы молодые реформаторы сохранили все, чего он добился на своем посту. На втором году перестройки скончался первый наставник Громыко Вячеслав Молотов, давно отстраненный от власти. В жизни страны заканчивалась целая эпоха. Перестройка задумывалась как обновление страны, но обернулась тяжелым социальным и экономическим кризисом. Начал обесцениваться рубль, из магазинов исчезали товары, уровень жизни катастрофически снижался. Обострились межнациональные отношения. В 1988-м первой горячей точкой на территории Советского Союза стал Нагорный Карабах. Стычки между армянами и азербайджанцами, населявшими этот регион, привели к массовым погромам, а затем и к полноценной войне. Вскоре заполыхали конфликты между киргизами и узбеками в Ферганской долине, русскими и молдаванами в Приднестровье. На территории Грузинской ССР возникло сразу два крупных очага напряженности. После того, как грузинские власти отменили национальные автономии Абхазии и Южной Осетии, местные жители взяли в руки оружие. Советские республики, включая РСФСР, провозглашали верховенство местного законодательства над общесоюзным, отказываясь платить налоги в государственный бюджет. 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР восстановил действие Конституции Литвы 1938 года. Это означало, что республика в одностороннем порядке выходит из состава Советского Союза. К примеру Литвы последовали Латвия и Эстония. Михаил Горбачев попытался восстановить контроль над мятежными республиками при помощи силы, но не решился на крайние меры. Вскоре о своем суверенитете заявили Грузия, Армения и Молдавия. Государство, сшитое по национальному признаку, расползалось по швам. В этих условиях советское руководство пошло на беспрецедентный шаг. В марте 1991 года прошел всесоюзный референдум о сохранении СССР. Вопрос, поставленный на голосование, звучал так. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Более 76% участников ответили положительно. Однако три прибалтийские республики, а также Молдавия, Грузия и Армения бойкотировали референдум. Они провели собственные голосования по вопросу о государственной независимости. Большинство населения поддержало отделение от СССР. Кремлевскому руководству оставалось либо принять этот факт, либо пойти на кровопролитие и риск гражданской войны. Горбачев выбрал первое. По инициативе советского президента началась подготовка нового союзного договора. Предполагалось, что кроме России, Украины и Белоруссии этот документ подпишут Азербайджан, Казахстан и 4 среднеазиатские республики.
В этих условиях создание комитета по чрезвычайному положению. Тем временем несколько членов высшего советского руководства предприняли отчаянную попытку остановить распад СССР. 19 августа 1991 года, за день до заключения союзного договора, страна узнала о создании ГКЧП – Государственного комитета по чрезвычайному положению, во главе с советским вице-президентом Геннадием Янаевым. Сам президент Горбачев, его семья и ближайшие помощники были блокированы в Крыму, на Форосской даче. Пресс-конференцию членов ГКЧП они вместе со всей страной смотрели по телевизору. Все. Заговорщики приостановили деятельность всех политических партий и движений, ввели запрет на митинги, демонстрации и забастовки. В Москву вошли войска и бронетехника. Но москвичей это не остановило. Российскую столицу заполнили десятки тысяч протестующих. Они проводили шествия, вставали в пикеты, строили баррикады и живые цепи вокруг центра сопротивления – Белого дома на Краснопресненской набережной. Лидером оппозиции стал президент Российской Федерации Борис Ельцин, который призвал не подчиняться решениям ГКЧП. 21 августа министр обороны СССР Дмитрий Язов приказал вывести войска из Москвы. Выступление ГКЧП окончилось провалом. Участники заговора были арестованы. Ельцин и его сторонники праздновали победу. В ночь на 22 августа Михаил Горбачев и его семья вылетели из Крыма в Москву. Вместе с президентом летел и его помощник Анатолий Черняев. Перед тем, как Ту-134 набрал высоту, Горбачев сказал ему короткую фразу: «Летим в новую страну». В тот момент никто еще не знал, какой будет эта новая страна, и найдется ли в ней место для советского президента. Через 3 дня после провала августовского путча Украина провозгласила государственную независимость. Ее примеру последовала Белоруссия, затем Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. Власти Российской Федерации отказались подчиняться союзному правительству. Тогда Михаил Горбачев подписал указ о распуске Кабинета министров СССР. Западные журналисты прямо спрашивали, президентом какой страны он является. Ясного ответа на этот вопрос больше не существовало. Горбачев понимал, сохранить СССР в прежнем виде уже не получится. Можно только собрать его заново. Осенью 1991 года в государственной резиденции Новоогарева началась разработка договора о создании конфедерации Союза суверенных государств, или ССГ. Предполагалось, что новый союз будет иметь единые вооруженные силы, Министерство иностранных дел, транспортную и энергетическую систему. В конце октября проект документа был готов. Однако руководители бывших советских республик, включая российского президента Бориса Ельцина, не спешили с его подписанием. Анатолий Черняев вел дневник, начиная с первых дней перестройки. Чем стремительнее развивались события, тем меньше иллюзий по поводу будущего у него оставалось. 14 ноября 1991 года он записал: «Союзный договор, который будет на повестке дня в Новоогареве, не пройдет». Тем не менее, в тот день участники встречи согласились на создание конфедерации. 15 ноября газета «Известия» вышла с заголовком «Привыкайте к словам «Союз суверенных государств».
Среди участников новоогаревских переговоров уже не было председателя Верховного Совета Украины Леонида Кравчука. 1 декабря на Украине прошел референдум о независимости и выборы президента, на которых победил Кравчук. Жизнеспособность ССГ под председательством Горбачева вызывала большие сомнения. Российский президент Борис Ельцин начал вести секретные консультации с лидерами Украины и Белоруссии Леонидом Кравчуком и Станиславом Шушкевичем. 7 декабря 1991 года 3 политика собрались в резиденции Вискули в Беловежской пуще. Официальным предлогом для встречи стал вопрос о поставках российского газа. В 16 часов следующего дня ее участники появились перед объективами фотокамер. Не вдаваясь в долгие объяснения, они поставили свои подписи под соглашением о создании Содружества независимых государств. Этот документ открывался следующими словами. Союз СССР, как субъект международного права и геополитическая реальность, прекращает свое существование. В дневнике Анатолия Черняева появилась короткая запись. Вот и все. Бурный 1991 год, богатый драматическими событиями и неожиданными поворотами, героическими поступками и несбывшимися надеждами, подходил к концу. Вместе с ним заканчивалась история СССР, великой державы, наследника Российской империи. 25 декабря Михаил Горбачев сложил с себя полномочия советского президента. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Над Кремлем был спущен красный флаг. История Советского Союза заканчивалась. Начиналась история 15 независимых государств, и в их числе новой демократической России. За многовековую историю России к ней присоединялись и отсоединялись от нее различные земли и территории. Вокруг нее формировались и распадались союзы и государственные объединения. Невероятно, но пройдя через смуты и мятежи, войны и революции, она остается самым большим государством мира. Чтобы пересечь ее с востока на запад, нужно 12 часов лететь на современном реактивном лайнере. 12 часов полета, а внизу реки, горы, леса, поля. И все это Россия. 12 часов полета над городами и селами, где проживают представители около 200 различных национальностей. И все это тоже Россия. Россия, где говорят на множестве языков и понимают друг друга. Россия, которую передали нам наши предки и которую мы оставим нашим потомкам. Первое письменное упоминание термина «Россия» встречается в византийских сочинениях X века как греческое название Руси. В это время небольшим киевским княжеством правил князь Игорь, сын знаменитого Рюрика. Пройдет 100 лет, и правнук Игоря, благоверный великий князь Ярослав Мудрый, оставит своим детям напутствие, актуальное до сегодняшнего дня. Если будете жить в любви между собой, то Бог будет с вами. Он покорит вам всех врагов, и будете жить в мире. Если же станете ненавидеть друг друга, ссориться, то и сами погибнете, и погубите землю отцов и дедов ваших, которую они приобрели трудом своим великим.